Всем добрый день, с вами Татьяна. В сегодняшней программе я буду вязать вот такие вот тапочки-следочки спицами. Буду вязать их на 2 спицах всего лишь. Скоро новые праздники приближаются, февраль-март. Так что свяжем любимкам вот такие вот сердечки. Фас-профиль. Значит, пряжа у меня сейчас сразу запряжу. Вот у меня был неполный моток, что осталось 100 грамм. Это был целый моток, полмотка осталось. Спицы номер 2,5. На 2 спицах. Единственное, верхнюю часть я буду обвязку делать на 5 спицах. Так, номер 2,5 пряжу сказала. Теперь метраж по пряже. Значит, метраж у меня, турецкий у меня акрил. 240 метров, 100 граммах. Смотрите, сейчас еще хотела остановиться на пряже. Сначала начала вязать вот такая марка. Картопу Флора. Тоже турецкий, 240 метров, 100 граммах. Связала верхнюю часть, смотрю, сильно широко. Ничего не поняла. 240 метров здесь и 240 метров здесь. Взяла второй моток, провязала этими. Вот по ним прям видно, что разница в толщине есть. И разница была где-то 0,7, близко к сантиметру была разница в ширине. Я очень удивилась, поэтому я все детали замеряю в сантиметрах, чтобы можно было сориентироваться. Но 240 метров, 100 граммах написано. Значит, по поводу пряжи сказала. Теперь, сейчас я замеряю по подошве сразу их. По ширине от 37 до 39 они свободно проходят. По подошве у меня подошву регулируем по своему размеру. Так, где у меня здесь пятка начинается? Вот от пятки сейчас замеряю. От пятки до мыска 22 сантиметра. Растягиваются до 24 спокойно. Так, вот. Как вроде бы на 5 спицах выглядит. Теперь, что еще хотела сказать. Значит, они связаны у меня в зеркальном отражении. Постоянно этот вопрос возникает, как связать в зеркальном отражении. Очень просто. Мне второй вязать даже легче, чем первый. Смотрите, я, например, провязала. Можно вязать сразу 2 мыска. Отвязала один мысок, кстати. Я в этот раз буду вязать сверху от разъема. От разъема я буду опускаться к мыску, а потом перейду на подошву. Вот мы вяжем. В начале, например, у меня 15 петель и заканчивается 10 петель. Закончилось 10 петель, значит, на втором следке, мыске, это будет начало ряда. Вот как закончили, точно так же здесь мы начинаем. Поэтому можно сразу смотреть на первый отвязанный мысок и провязывать второй. Вот, конец ряда, это будет начало ряда на втором. Вот по схеме могу даже сказать. Вот мы начали, провязали до конца. Вот сколько здесь у меня? 14 петель, да? Значит, вот где закончили, 14 петель. Второй начинается тоже с 14. 14 провязали, 2 красным, белая, красная и так далее. Вот. Этот вяжем, это что у нас справа? Справа налево, а второй, получается, мы вяжем наоборот, слева направо. Или же перевернуть схему. Или же вот перевернули схему и точно так же обрисовали эти сердечки. Вот. Что еще сказать? В зеркальном отражении очень просто, как по мне, но многие постоянно задают этот вопрос, поэтому решила вкратце за это сказать. Ну все, остальное все по ходу вязания. Переходим, смотрим. На спице номер 2,5 я набрала 30 петель. Теперь 3 ряда провязываю все лицевыми. Получится у меня 2 дорожки. Вяжем все лицевыми. Провязала я 2 дорожки вот таких вот. Теперь будет сейчас у меня начало, первый ряд узора. Первые 11 петель провязываем белым цветом все лицевыми. Ну, я все буду вязать лицевыми, но еще раз скажу. Я считаю вместе с кромочной 11 петель. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 красным. 1 белым. 2 красным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Так, это у нас первый ряд. Оставшиеся до конца вяжем белым. По изнаночной стороне будем вязать все по узору. Изменений не будет. Узор будет меняться только по лицевой стороне. Пришли на изнаночную сторону. Опять все вяжу лицевыми. Вяжем по узору, как я говорила, без изменений. Сейчас первый ряд вот здесь ниточки перебрасываем вот так, чтобы не было у нас тут дырок никаких. Так, довязываем изнанку до конца. Так, это у нас второй ряд был изнаночный. Третий ряд, лицевая сторона. Первые 10 петель провязываем белым цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 красным. 10 белым провязали. 1 красным. 1 белым. 5 петель красным. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь смотрите, далее все оставшиеся петли до конца ряда будем провязывать белым. Это третий ряд у нас. Чтобы не делать вот такую большую протяжку, я подключу еще одну белую нить. Буду вязать с 2 клубочков. Сейчас эту отрежу, отмотаю ее 3 метра и вторую подвяжу. Значит, заканчиваем сейчас белым до конца третий ряд и по изнанке возвращаемся по узору. Пятый ряд, лицевая сторона. Первые 10 петель провязываем белым цветом. Считаю вместе с кромочной, как я уже говорила. 10 петель вяжу белым. 10 белым провязали, 5 петель красным. 1, 2, 3, 4, 5. 1 белым. 1 красным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Это у нас 5-й ряд. Заканчиваем и по изнанке возвращаемся по узору без изменений. Белый над белым, красный над красным вяжем по изнаночной стороне. Так, довязываем до конца, идем в начало ряда по изнанке. 7-й ряд по лицевой стороне. Первые 4 петли провязываю белым цветом. Далее 2 красным. Так, ну что, протянуть, наверное, новую подвязать. Протяну, потом подхвачу ее. Большая протяжка не нравится. Так, 2 красным. 1 белым. 2 протяжка. Сейчас я ее вот так подхвачу. Вот и не подхватила. 2 красным.
1 белым и опять 2 красным. Две белым, три красным, одна белым и 1 красным. Одна белым, 1 красным. Оставшиеся петли до конца ряда провязываем белым цветом. Это был у нас 7 ряд. По лицевой стороне у нас идут нечетные ряды, поэтому называю только лицевые. Изнанку я не показываю. Изнанку вяжем по узору. Так, довязываем 7 ряд до конца и по изнаночной стороне возвращаемся по узору в начало ряда. Так, это я вверх ногами вяжу, наоборот, вот так вот это будет, да? Так, довязываем 7 ряд и 8. 9 ряд, лицевая сторона. Первые 3 петли провязываем белым цветом. 1, 2, 3. 1 красным. 1 белым. 5 красным. 1, 2, 3, 4. Придется притянуть. 5. 2 белым. 3 красным. И оставшиеся петли до конца ряда провязываем все белым цветом. Ниточки здесь вот перетягиваю, перекрещиваю, чтобы не было дырок. Все до конца вяжем белым. Это был 9 ряд. По изнаночной стороне мы вяжем по узору. Так, 9 довязываем, 10 изнанка возвращаемся. 11 ряд узора, лицевая сторона. Первые 3 петли белым цветом. Далее 5 петель красным. 3 белым, красным теперь 1, 2, 3. Здесь ниточку переброшу. 4, 5. 5 красным провязали, 1 белым и 1 красным. 3 белым. 1, 2, 3 белым, 1 красным. И оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Так, первое сердечко мы закончили. Теперь довязываем сейчас второе. Точно так же будет вязаться, как и первое. Идем до конца ряда белым и возвращаемся. 13 ряд, лицевая сторона. Первые 4 петли белых. 1, 2, 3, 4. 3 красным. 1 белым. 1 красным. Точно так же, как мы первое провязываем, также довязываем второе сердечко. Все. Оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Это у нас 13 ряд. И по изнанке возвращаемся по узору. 14 ряд, по изнанке возвращаемся. Довязываем все белым.
15 ряд, лицевая сторона, 5 петель белым, 1, 2, 3, 4, 5, 3 красным, и оставшиеся петли до конца ряда все провязываем белым цветом. Из 16 возвращаемся по изнанке, по узору. Семнадцатый ряд, 6 петель белым, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 белым, 1 красным. И оставшиеся до конца ряда все вяжем белым цветом. Так, это у нас 17 ряд, лицевая сторона. 18 по изнанке вяжем по узору. Следующий 19 и 20 провяжем белым цветом полностью. 1 лицевой, 1 изнаночный провяжем белым, а потом перейдем к третьему сердечку. Вяжем, заканчиваем и один ряд полностью провяжем белым. Закончили вязать второе сердечко, после него провязали лицевой и изнаночный белым цветом. Теперь у нас сейчас будет идти третье сердечко. Я с вами его начну. Вяжется точно так же, как предыдущие. Начало сейчас начну, а дальше уже довяжем его самостоятельно. Точно такой же, весь метод такой же. Так, что у нас в начале? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 белым. Провязали 7 белым. Теперь начинается узор. Третье, последнее сердечко. 2 красным. 1, 2. Смотрим на нижнее и вывязываем последнее. 2 красным, 1 белым, 2 красным. Все. Новое. Начали вязать. Довязываем его до конца, до последней петельки. До конца ряда вяжем все белым. По изнаночной стороне вяжем по узору. И вот второй ряд, третий. Сколько у нас здесь всего? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 рядов. Довязываем это сердечко до конца. Закончила вязать последнее сердечко. Высоту у меня, если посчитать по вот этим вот дорожкам, зубчикам, 18 дорожек получилось. Сейчас я это сразу замерю в сантиметрах. В ширину 10 и высоту сколько здесь? Почти 7. Сейчас я начну делать убавки с каждой стороны в начале и в конце ряда. Убавки буду делать на мысок только по лицевой стороне. Вот так вот буду убавлять до 12 петель. Убавлю, потом перейду на изнаночную сторону и будем вязать подошву. Так, сейчас 2 ряда провяжу белым с убавками. Получится у меня 20 зубчиков. И потом перейду уже на красный цвет. Буду вязать вот такими вот горошками. Так. Вяжем все белым. Первую снимаю, вторую провязываю. Далее 2 вместе провязываю, делаю убавку. Убавила. Теперь вяжем все белым до конца, не довязывая 1, 2, 4 петли, не довязывая, сделаем еще одну убавку. Пришли в конец ряда, осталось у меня 4 петли, 2 провязываю вместе. Одна лицевая и 1 кромочная, провязываю изнаночной. Все, перешли на изнаночную сторону, вяжем все лицевыми. Здесь у нас без изменений, убавки только по лицевой стороне. До конца ряда провязываю все лицевыми, кромочную провязываю изнаночной. Точно так же провяжу еще 1 ряд, убавлю, потом перейду на красный цвет. Провязала 2 зубчика с убавками белым, теперь подвязала красный цвет, далее продолжаю вязать красным. В каждом лицевом ряду делаю убавки. Так, первую сняла, вторую провязала, 2 вместе,
провязали. Далее до конца вяжем красным цветом и делаем одну убавку в конце ряда. Пришли в конец ряда. Точно так же убавляем здесь одну. Так, предпоследняя лицевая и последняя кромочная. Перешли на изнаночную сторону. Теперь красным цветом все провязываю лицевыми. Без изменений. Следующий ряд лицевая сторона. Теперь здесь буду делать небольшой узор. Так, первую снимаю. Вторую провязываю. Далее у нас должна быть убавка. 2 петли вместе. Я убавляю сразу белым цветом. 2 петли вместе белым. Одна белая, вторая белая. Далее 2 красным. 2 белым, 2 красным, 2 белым. Будем чередовать, все вяжу лицевыми. Так идем до конца ряда. И в конце ряда точно так же буду делать убавку. 2 красным, 2 белым. 2 красным, 2 белым. Так, что-то кошка это опять хочет. Так, что у нас здесь? Опять 2 красным. Так, теперь у меня осталось 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Что у нас должно идти? 2 белым сейчас должно идти. Провязываем. Одну белым провязали. Следующую делаем убавку. 4 петли на спице. Делаю убавку. 2 вместе провязала белой. Осталось 2 петли. Довязываем. 1 лицевая и 1 кромочная изнаночная. Все, перешли на изнаночную сторону. Вяжем по узору. Красный над красным, белый над белым. Над белым. Провязываем до конца ряда. Так, закончили изнанку. Переходим на лицевую сторону. Следующий ряд мы чередуем. Опять все провязываем красным цветом. Первую сняла. Вторую провязала. Нить перебросила здесь. Теперь 2 убавляем. 2 вместе. Убавила. Далее до конца вяжу все красным. И в конце точно так же сделаю одну убавку. Так, что у нас здесь? 2 белых будем убавлять сейчас. Закроем их. Так, осталось 1, 2, 3, 4 петли. 2 провязываю вместе. 1 лицевая и кромочная. Переходим на изнаночную сторону. Все провязываем лицевыми. Лицевая сторона. Опять будем вязать с белым цветом. Так, первую снимаю. 1 лицевая. Теперь у нас дальше должна идти 1 убавка. Убавляю белым цветом. 2 вместе белым провязала. 1 белым. Далее чередуем. 2 красным. Опять 2 белым. Опять 2 красным. Так вяжем до конца ряда. 2 красным, 2 белым. Пришли в конец ряда. У меня 5 петель осталось. 2 красным. Сейчас у меня по узору 2 белым идет. 1 белую провязываю. 1 убавку делаю. 2 красных провязываю вместе белым цветом. Все, получилось 2 петли белым.
Осталось 2 красным. Провязываем их. 1 лицевая, 1 кромочная. Перешли на изнаночную сторону, все вяжем по узору. Так, опять у нас лицевая сторона, опять у нас повтор, чередуем. Теперь следующий ряд опять у нас весь идет красным цветом с убавками. Так буду чередовать, убавлять, пока у меня не останется 12 петель. Сейчас еще потом один ряд у нас будет, и все, 3 белых горошин останется. Значит, сейчас что мы делаем? Вяжем теперь красным. 1 провязала, 2 убавила. Так, провязываем. Значит, вяжем так дальше мысок, убавляем. Убавлю до 12 петель, к вам вернусь. Убавила, иду 12 петель. Последний ряд у меня красным. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь, что я буду дальше делать? Теперь буду делать прибавки. Так, опять я провязываю все красным. Все вяжу лицевыми. Довязала до последней петельки. Теперь смотрите. Вот сразу под 2 дужками. 1, 2, 3, 4, 5, 6. А вот она 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дужек. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. По 7 дужек с каждой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 зубчиков. Так, теперь вот под первой дужкой ввела спицу, захватила ниточку, добавила 1 петельку. Нить вперед, перед работой. Так, развернулись. Первую снимаю. Далее провязываем все лицевыми. И опять под 2 дужками ввела спицу, захватила ниточку, вытащила. Так, перешли на лицевую сторону. Сейчас у меня на спице 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 14. Теперь продолжаю вязать точно так же, только обратный ход идем. Будем прибавлять и точно такие же горошки буду вывязывать. Теперь первую снимаю. Вторую провязываю красным, 2 красным, 2 белым. Опять 2 красным, 2 белым. Так идем до конца ряда. 2 красным, ой, 2 белым, 2 красным. Две красным, 2 белым. Две красным, 2 белым, 2 красным. Запуталась. Довязали до конца ряда. Добавляем 1. Так, с первого. Развернулись. Вяжем здесь по узору до конца ряда. И в конце ряда добавим опять 1 петельку. Так, вяжем по узору. Довязали ряд до конца. Видно? Вот под 2 дужки ввела спицу, захватила, добавила 1 петельку,
развернулась. Следующий ряд у нас весь красным. Здесь мы убавляли, а здесь из боковых петель вытягиваем петельку и расширяем. Значит, я буду расширять, наберу, здесь у меня было 30 петель, по подошве я наберу 28. Всего у меня будет 58 петель. Поэтому я верх сделала на 2 петли шире, чем подошву. Где сейчас? Почему шире сделала? Чтобы подошва не заходила вот аж сюда, на верхнюю часть. Поэтому я решила сделать верх немножечко шире. Если же у вас нога широкая, то расширьте точно так же до 30, как верх. Если размер вообще маленький, 36-37, тогда по верхней 28, по нижней 28 сделайте. Значит, что мы дальше сейчас сделаем? Красный цвет у нас. Расширяем подошву. Так, все провязываем красным и одну петельку в конце ряда добавляю. Так, довязала ряд до конца. Добавила одну петельку. Так вот. Перешли на изнаночную сторону. Все провязываем лицевыми. Нить впереди. И в конце ряда опять добавлю одну петлю. Конец ряда. Так, следующая где тут у нас? Вот под следующей дужкой достали, добавили. Так, опять у нас после красного идет белые точки, белые горошинки. Первую снимаем, еще раз пройдусь. Так, первая красная, вторая красная, далее 2 белым, опять 2 красным, 2 белым, чередуем. Так, идем до конца ряда, и в конце ряда опять добавим. Значит, так, вяжем 2 красным, опять 2 белым, и закончился ряд 2 красными. Раз, два, закончили. Одну добавляем. Добавила. Подтянули здесь. Все, развернулись. Изнаночная сторона, вяжем все по узору. Следующий ряд у нас будет красным цветом. Значит, я расширю сейчас так до 28 петель. К вам вернусь и будем вязать дальше. Расширила я мысок до 28 петель. Последняя добавка вот в белом ряду у меня. Вот такой вот мысок. Так, теперь что будем делать дальше? Далее все буду вязать до конца. Соединять все петельки. Все буду вязать белым цветом. Вот так вот подошва будет выглядеть. Боковые петли я буду соединять изнаночной петлей. Ну, это по желанию можно соединять и лицевой петлей. У меня изнаночная. Она вот растягивается. Так, нормально. Так, теперь опять продолжаю все вязать лицевыми до последней петельки. Последнюю петельку буду соединять. Так, вот она последняя, я ее не провязываю. Теперь первую дужку поднимаю. Не заднюю, а вот самую первую. И просто 2 вместе провяжу изнаночной. Последнюю петельку
и одну дужку с боковой стороны, 2 вместе провяжу изнаночные. Опять же, можно это лицевой провязывать, будет такая косичка здесь идти, но я решила изнаночными. Перешли на изнаночную сторону, все вяжем до последней, последнюю не провязываем, все вяжем лицевыми. Так, последняя петелька. Теперь с изнаночной стороны здесь не первую поднимаем, а первую с лицевой. Вот получается первая, вторая, заднюю здесь поднимаем. И 2 вместе провязываю лицевой. Перешли на лицевую сторону, первую снимаю, все провязываю лицевыми. Последнюю петельку соединяю. Так, последняя осталась. Подняла одну. Провязываем 2 вместе. Подтянули. Перешли на изнаночную сторону, вяжем все до конца белым цветом. Так, изнаночная последняя. Теперь поднимаем дужку вторую. По лицу мы поднимаем первую, соединяем, а по изнаночной стороне, получается, если от себя считать, то мы поднимаем вторую. Вот не первая, а вторая, задняя. Вот. Соединили. Все, так вяжем, соединим все петли боковые до конца. Вот здесь у меня 20 зубчиков, значит, у меня здесь сзади тоже будет 20 зубчиков. Так, все, вяжем, соединяем все петельки. Закончила я соединять все петельки, вот полностью все соединила. Такая вот варежка получилась. Теперь с каждой стороны сейчас наберу петли и буду продолжать вязать до 5 полотно. Так, сколько у меня полностью получился высоту от верха и до конца мыска. Ну, смотрите, почти 11 сантиметров. Так, ширина у нас, ну вот, 9,5. Задняя часть у нас меньше, растягивается. Так, вот здесь вот я закончила. Теперь сейчас с одной стороны наберу 11 и со второй стороны наберу 11 петель. Посередине у меня 28, всего будет 50. И на 50 петлях буду продолжать вязать до самой, нет, не до самой пятки. Наберу 50 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 дорожек провяжу белым. Потом перейду вот горошки буду вязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 зубчиков. А потом перейду до пятки. В сантиметрах буду измерять, когда провяжу до пятой. Так, теперь берем крючок. И набираем по 2 дужки и вытягиваю. Ох, ох, тут первая петелька с узелком. Так. Захватили ниточку, вытащили, набрали. Так, 2, 3, 4. Наберу так 11 петель. Так, набрала 11 петель. Провязываю теперь все лицевыми. Обе спицы провяжу лицевыми и наберу с другой стороны, со второй 11. Первую снимаю, плотненько провязываю все лицевыми. Далее я буду вязать все платочной вязкой до самой пятки, и всю пятку тоже. Каждый ряд провязываю лицевой.
Так, провязали среднюю часть, теперь переходим на вторую половинку. Точно так же набираем здесь 11 петель, 3, 4, значит, 11, 11, 22. И посередине у меня остается 8 петель. Впереди у меня было 30. 4, 5. Так, набираю 11. Подведушки. И вытащила и набрала. Так, все, набрала 11 петель. Что осталось? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот она 8. Все, здесь у меня 50 петель. Теперь далее все полностью вяжу лицевыми. Хотя здесь можно и другим вязанием вязать, но я, чтобы было не сложно, плотно, не растягивая, не вытягивая петли. Провяжу сейчас, сколько я говорила, 12 зубчиков, а потом перейду на красный цвет на горошки. Значит, сейчас 12 зубчиков, это получится у меня будет 24 ряда, да? Так, ну, вязать все лицевыми я, конечно, дальше не буду. Значит, теперь понятно с этим. Петли набрали, вяжем полотно. Вот, провяжу до красной части, к вам вернусь и начнем вязать часть пятки. Смотрите, вот эти 12 зубчиков, это приблизительно вот 4,5 сантиметра почти. Вяжем. Провязала я 12 зубчиков белым цветом, перешла на красный цвет, подвязала один ряд красным, и далее буду вязать точно так же, как я вот вязала мысок. 2 красным, 2 белым, 2 красным, 2 белым. Так вот, нить продолжается. Первую снимаю, вторая красным, 2 белым. На 2 спицы перенесла, а оно не вмещается. 2 белым, 2 красным. Так вяжем до конца ряда. По изнаночной стороне мы вяжем по узору. Следующий ряд у нас будет полностью весь красным идти, потом будем менять в шахматном порядке. Так же, как вязали внизу на мыске. Так, 2 красным, 2 белым, 2 красным, 2 белым. Значит, сколько я сейчас так провяжу. Этим узором уже вязала, поэтому его обратно показывать не буду. Значит, провяжу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И что здесь у нас? Последний, 9 красный ряд получается у меня. Вы опять же примеряете длину до 5. Какая вам длина нужна будет, потому что у всех плотность вязания разная, и спицы могут быть разные, пряжа. У меня вот 9 вот этих вот дорожек получится. Сейчас я их провяжу и перейду, буду закрывать пятку. Вяжем. Провязала нужную длину до пятки. Теперь будем закрывать сейчас петли пятой. Вот от разъема еще померяю. Сколько у меня здесь сантиметров? 9 сантиметров. Так, теперь нитки перевела на середину. Значит, на пятую у меня на пятку 12 петель. И по бокам по 19. Так, теперь точно так же буду продолжать вязать вот этим вот узором точками. Где я остановилась? Я остановилась, у меня последний ряд красным цветом. Так, 12 петель. Что у нас здесь получается? Вяжу в шахматном порядке. Значит, сейчас здесь 2 белых, а здесь получается первые 3 красных. Провязываю 1, 2, 3 красных, 2 белых.
2 красных теперь, 2 белых, остается у меня 3 петли, провязываю красным цветом и последнюю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы, буду провязывать изнаночной петлей. Так, 1, 2, третья, 2 вместе провязала изнаночной. У меня по всей пятке последние петли будут красного цвета, поэтому я их соединяю изнаночные. Можно лицевой соединять, но соединяю изнаночные. Так, перешли на изнаночную сторону. Ой, что-то у меня это нескончаемая аллергия. По изнанке мы вяжем по узору. Красный над красным, белый над белым. Провязываем 12 петель пятки по изнаночной стороне. Так, 11. И последняя 12-я петелька. Соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. Все, это 12-ю петлю соединила. Перехожу, вот она, пятка у меня. Всего лишь 2 вот этих вот горошины в первом ряду у меня получилось. Теперь следующий ряд, что у нас по узору идет. Все вяжем красным. И последнюю петельку соединяю с петелькой с боковой спицы изнаночной петлей. Здесь нить перебрасываю. Так, провязываем. В следующем ряду буду менять в шахматном порядке, точно так же, как вязали предыдущие ряды. Так, что у нас здесь? Последние петельки. 1, 2, 3. Последняя. Провязываем 2 вместе с боковой, с петлей с боковой спицы. 2 вместе провязываю изнаночные. Соединила. Все. Развернулась наизнанку. 12 петель. Все вяжу красным цветом лицевыми. Последнюю петлю 12 соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой. Так, последняя. 2 вместе провязала. Опять перешли на лицевую сторону. Белый цвет. Что у нас здесь теперь? Так, 2 красных, 2 красных, 2 белых. Красные, теперь 2 белых. Значит, первую снимаю. Получается, сразу идет у нас 2 белых. Теперь меняю в шахматном порядке. 2 белых. Далее 2 красных. 2 красных, опять 2 белых. 2 красных. Вяжем так до конца ряда. Так, что у меня здесь остается? 1 петля, да? 1 петля, ну закроем ее. Закрываем 2 вместе, изнаночной. Все. Перешли на изнаночную сторону. По узору продолжаем вязать. Закончим, соединим все петельки с боковой спицы. Я к вам вернусь, вяжем до конца. Соединяем петли пятки. Закончила вязать пятку, теперь закрываю петли, значит, чтобы вот здесь вот не было сильно высокая. Если для вас будет сильно высокая, когда по боковой стороне закрывали петли, можно 1-2 раза будет закрыть не по одной, а по 2 петли сразу провязать. Но это в том случае, если пятка высокая вам получается для вас. Так, теперь закрываю по 2 петельки обычным способом. Сразу же белую ниточку перевожу в конец ряда. По 2 вместе. И вот у меня осталось последние 2 петли. Я их все вместе провяжу. Все, теперь что осталось? Теперь нам нужно это дело красиво закончить, чтобы тапочек хорошо, следочек хорошо сидел. И вид у него будет законченный. И такой товарный вид ему придать. Значит,
на спице номер 2,5 на 4 спицы я по всему верху наберу петли. У меня будет 64 петли. Потом я равномерно по одной петельке с каждой стороны убавлю, оставлю 60. Наберу сначала красным цветом. Крючком под крайние 2 дужки вытягиваю петельку, набираю. Под каждую дужку ввожу, набираю. Распределю на 4 спицы. Первый ряд, смотрите, первый ряд красным я провяжу один ряд изнаночными, потом перейду на белый цвет. Вот мы нить перевели в начало ряда, потом перейду на белый цвет и буду все вязать по кругу лицевыми, провяжу 13 рядов, а потом примонтирую это все. Значит, сейчас набираю красным цветом и один ряд провязываю изнаночными, остальные провяжу все лицевыми. У меня 13 рядов. Кто хочет повыше провязать, провяжите 14-15 рядов. Закончила вязать бейку. Сразу выворачиваю следок наизнанку. Так, вот у меня 13 лицевых рядов я провязала. Высоту у меня получилось 3,5 сантиметра. Вывернула наизнанку. Можно с лицевой стороны это приметывать все, но мне с изнанки удобнее. Теперь... слетела, нет. Первая петелька у нас была на спице, вторую снимаю со спицы, подхватываю. Первый наборный ряд у меня красный был, вот они, поперечные петельки проходят. Подхватываю одну петельку, протягиваю через нее ниточку, раз и два. Привязала, опять одну сняла, красную подхватываю. Поэтому я иногда первый ряд провязываю контрастным цветом, чтобы лучше видно было. Вот подхватили ее, протянули, еще раз протянули, так, еще раз, одну сняла, так по одной подвяжем все петельки, примонтируем. Все, закончим вот эту вот обвязку. Вот такой вот получается по лицевой стороне. Значит, буду я закругляться. На сегодня все. Сразу сейчас его выверну, показать. Ну, вот такой следок получился. Сейчас довяжу. Все. Всем спасибо за просмотр сегодня. За комментарии, за подписки. До новых встреч. Пока-пока.